Я рад приветствовать еще одного участника нашего проекта Oral History. Это у него очень интересная специальность – интерьерный стилист Ольга Шаврина. Помимо всего прочего, вы являетесь создателем собственного фонда, который имеет тоже такое очень интересное название – «Креатор 22». Вы, наверное, расскажете об этом фонде, чем он занимается, но это вопрос будущего. А сейчас я хотел бы вам сказать несколько слов о цели нашего проекта. Наш проект называется «Устная история», который собирает свидетельства людей, которые могут рассказать что-то очень важное, интересное о себе, о времени, в котором мы все живем, и вашем отношении к этому времени. В совокупности все эти рассказы составят такую большую, надеемся мы, палитру самых разных жизненных историй, жизненных обстоятельств, из которых будущие исследователи или любой человек, который интересуется нашим временем, нашей эпохой, сможет составить себе или попытаться реконструировать для себя вот общую картину нашего времени, отношений людей к тому времени, в котором они жили. И поэтому вы сейчас выступаете в качестве важного исторического источника. И начать нашу беседу я хотел бы традиционно, с чего мы начинаем со всеми нашими собеседниками. Я хотел бы спросить вас о вашей семье, где вы выросли, в какой мере повлияла вот ваша семейная атмосфера, семейная обстановка на выбор вашей жизненной профессии, ваших интересов. Да? Я благодарю вас за приглашение и с радостью поделюсь историей своей жизни. Родилась я в Москве, в семье обычных инженеров, но с детства мне прививалась любовь к искусству, к театрам, к музеям. Мой дедушка был известным яхтсменом, который объездил весь мир, и он был чемпионом СССР. Он был знаком и с испанской семьей, и много где путешествовал. То есть история семьи, она у нас достаточно большая и обширная. Бабушка у меня была хирургом, заведующим отделением, и часть своего детства я провела в больнице. И первые свои деньги, которые я заработала в 5 лет, это было тоже... 5 лет? В 5 лет, да. Потому что я сидела, складывала салфеточки. Раньше же делали, стерилизовали, да. И вот я свои каникулы иногда проводила у нее. Да. Вот. Мой дедушка был шахтером. И у нас семья получилась многонациональной, так как бабушка у меня была донская казачка, дедушка у меня с Украины, папа у меня коренные москвичи, русские, они в 6-м поколении, я москвичка. И я помню, из-за того, что родители работали, и на каникулах не с кем было оставить, у нас соседи по дому часто... Пенсионеры часто приглашали, забирали меня в театры. И мы ходили и в театре Чехова на самые сложные спектакли. «Дни Турбиных» я, наверное, запомнила. Вот самое впечатляющее. Да? То, что запомнилось навсегда. Мы ходили всегда с папой по всем музеям. Несмотря на то, что мы жили в Москве, мы катались в Подмосковье на горных лыжах. Играли в большой теннис, коньки, плавание. Я занималась в музыкальной школе по классу фортепиано. Ну вот, то есть было всестороннее развитие, что заложило, наверное, во мне то, что сейчас я продолжаю развивать. Во-первых, очень интересно то, что вы рассказали о вашей семье. Здесь такое сочетание профессий, да, и врач, и шахтер. Это же характер, это люди особой породы. Да. Яхтсмен – это человек такого, ну, не сказать авантюрного, но такого приключенческого склада, да, спортсмен, который, наверное, много вам что привозил со всего мира. А прежде чем вы переехали в Ташкент, вы же учились? Да, вот после школы вы где учились? Да, я закончила Московскую финансовую академию. У меня образование экономическое. И я работала в аудиторской компании, тоже имеющей отношение к Германии, Бейкер Телеаудит. Да, и после этого перешла уже в строительную область. Мы занимались объектами здравоохранения, строили новые клиники. Все это государственное финансирование. И опять же я общалась с врачами и с архитекторами. То есть это были интересные проекты. Мы оснащали полностью с нуля
большие кардиологические, эндокринологические центры. И вот как проект-менеджер я работала в компании. Сколько лет вы проработали? Это же большой бизнес. Около 7 лет. 7 лет, да. Это очень солидный такой срок. И что он вам принес? Чему вы там научились? Знаете, я научилась глобальному подходу и видению, то есть от того, что сначала в умах людей и на бумаге, и потом уже конечный результат. Да. И весь этот процесс, то есть уже сейчас даже когда мы говорим с кем-то о выставке, об идее, там, о многих ситуациях, ты уже видишь конечный результат. И получается, от конечного результата ты уже выстраиваешь к началу. Да, это действительно очень интересный навык. Вы с архитекторами же общались, да? Да. То есть вы видели проект, потом... потом его воплощение, да. Вы, наверное, получали большое удовлетворение, да, когда видели, да, что это все... Это удивительное чувство, когда ты видишь то, что чем ты жил. Материальное воплощение какой-то интеллектуальной идеи, а тем более, если это вы говорите больницы, медицинские центры, это вообще замечательно. То есть учреждение, которое, безусловно, будет приносить пользу другим людям. Да, конечно, это хорошая такая мотивация. И вы занимались этим достаточно успешно. Да. И как получилось так, что вы полностью сменили вот вектор своих жизненных интересов? Так получилось, что после большого проекта я поехала отдыхать и познакомилась со своим супругом. Он оказался из Узбекистана, Ташкента. Конечно, благодаря урокам географии в школе я примерно предполагала, где это находится. А до этого не знали, да? Мы были знакомы с узбеками больше так, как на дачах помогали рабочие. Да. То есть вот как-то больше оттуда. Плов вкусный, мы знали, лепешки. То есть, но вот знакомых и близких, которые были в Ташкенте и были из Ташкента, у меня не было. Вот, и для меня было очень интересно приехать в Узбекистан и посмотреть, потому что люди, с которыми мы познакомились, они меня вдохновили на общение дальнейшее. И 1 июня 2012 года, я этот день помню. Самую жару. Самую жару, да. Я прилетела первый раз в Узбекистан, и это произошло, наверное, на уровне души. Вот у меня какой-то взрыв был. Это любовь, потому что настолько гостеприимная нация, такие красивые места, то есть и горы, и города. Мы успели в первую поездку съездить в Самарканд, посмотреть, и, в общем, я была удивлена и поражена, и вот как-то так получилось, что я потом вернулась в Москву, и после мы приняли решение, что о переезде в Ташкент, потому что у супруга, он узбек, и у него семья тоже очень интересная. Они большую часть жизни своей жили вне Узбекистана. Ему было около 2 лет, когда его папа с мамой улетели в Москву. Ну, это госработа. И после они были переведены в Пакистан и в Малайзию. То есть работали по дипломатической линии. И он сам вернулся в Ташкент и сказал, что я больше отсюда никуда не уеду. Ну, семья вся в итоге собралась здесь, в Ташкенте, они здесь живут. А сфера деятельности вашего супруга? Он работает в частном бизнесе. Предприниматель. Предприниматель, да. Я абсолютно верю вашим словам о том впечатлении, которое произвел на вас Узбекистан по простой причине, что вы сюда переехали, да, и здесь живете уже столько лет. То есть вы уже очень большой срок проживаете в Узбекистане. И ваша интеграция, вот то, что называется узбекский социум, произошла очень просто, легко, да? Нет. Нет? Нет. Да. При первых знакомствах я слышала всегда одну и ту же фразу, что все летят в Москву, а ты прилетел сюда из Москвы. Я шутила, что это вам ответный удар. От москвичей привет. На самом деле Узбекистан, несмотря на свою гостеприимность, достаточно традиционен и закрыт. Да, вот это со стороны все это виднее вам. Да. Да, и первые 3 года мне было очень сложно, потому что после развития в Москве инфраструктуры, вообще элементарных вещей, вернуться колоссальный. 11 лет назад
вот если взять Ташкент, он был совершенно другим. То есть сейчас это совершенно правда. другой город и другая страна. Да, и правда. колоссальные изменения, масштабные, идут не только в экономике, но и в людях в том числе. И мне было сложно, наверное, головой переехать сюда и понять и принять те ситуации, которые есть здесь. Ну а сейчас уже вы чувствуете себя комфортно? Да, ну вот, я говорю, прошло 3 года, это была моя адаптация, и все равно открытость и теплота людей, с кем я общаюсь. Благодаря Ташкенту у меня есть теперь знакомые по всему миру. Удивительно, что мы их встречаем везде. Мы как-то были в Доминикане, на полуострове Санам. Мы ездили смотреть на китов. И мы встретили русского парня, который, когда услышал, что мы говорили про Ташкент, сказали: а я тоже из Узбекистана, из Учкудука. Его родители были археологами, и они долгое время здесь жили, и он родился здесь. Но потом они уже вернулись в Москву, а он уехал и живет теперь там. Он женат на доминиканке. Ну, то есть это все очень интересно, как люди по всему миру ты встречаешь обязательно Ташкент, Узбекистан, Самарканд. И сейчас в Москве, когда я прилетаю, для меня удивительно, насколько я, наверное, стала близка к местным людям. Потому что если выбирать на остановке, я как-то вечером стояла и ждала машину, и стояли узбеки и русские. И я стала ближе к узбекам. Замечательно. Потому что я могу, да, это совершенно другое отношение. На рынках я подхожу только к узбекам. Когда с ним здороваешься, пару слов говоришь. Ассаламу алейкум, рахмат. И что есть Ташкент, то все, совершенно все меняется. Действительно идет поддержка. То есть во всем мире я могу сказать, что узбеки, они, если ты говоришь Ташкент и несколько вот слов или мест, все. То есть вот это, я не знаю, какое единение нации, оно существует, это так приятно. Потому что русские, наоборот, стараются друг друга не видеть и друг друга не знать, и сделать вид, что как бы это не их ситуация. Да, в основном так. А вот Узбекистан, он меня поражает тем, что есть взаимовыручка, есть поддержка. И здесь приятно то, что есть доверие к людям. То есть ты можешь зайти в аптеку, если, допустим, тебе не хватает что-то, или в любом магазине из наличных денег. Да, какие-то житейские ситуации. Здесь нет проблем, тебя здесь уже все знают. Во-первых, все здороваются, улыбаются. Спрашивают, как дела, как семья, как дочка, как супруг. И как бы вообще нет никаких проблем, это действительно очень комфортно, и к этому привыкаешь. И когда ты оказываешься уже в другой стране, ты думаешь, как, что? То есть в Москве вы уже себя чувствуете как в гостях немножко, да? Несмотря на то, что в 6-м поколении москвичка. Да, у меня живет и братишка, и папа, и мои племянницы в Москве, и все мои друзья остались, и подруги. Но вот я уже прилетаю туда действительно как гость, потому что, наверное, я не знаю, может быть, у человека 2 дома или 3 дома, у меня 2 дома сейчас. То есть это и Москва, и Узбекистан. Но я, когда улетаю, я всегда скучаю по Ташкенту и по Узбекистану. Очень интересно то, что вы рассказали. Это на самом деле замечательный такой опыт жизненный. Я хотел бы вас спросить, Ольга, а ваши профессиональные качества, судя по всему, очень высокие, которые вы наработали в Москве, здесь вам не удалось их, да, применить в Узбекистане. Почему вы сменили вообще вектор ваших занятий, судя по всему? Так получилось, что первое время мы снимали квартиры, и мы, наверное, за лет 5 сменили около 7 или 8 квартир. И при выборе дома всегда было ужасно то, что туда было невозможно зайти, потому что то, что ты дома хочешь расслабиться и получить визуальный комфорт или видение дома, оно отличается от того, что мы хотели. Понятно. Да, и когда мы уже достроили свой дом, ко мне стали обращаться много моих друзей, знакомых. Им понравилось, как вы ваш дом оформили, да? Да, за советами. А вы его оформляли? Я его оформляла. Сами, да? Да. Муж не вмешивался? Нет.
полностью Хорошо, что у доверила. нас не было ссор по этому поводу, у нас были только ссоры по суммам. Что опять. Да, дом это такой вот живой организм, он всегда требует подпитки, хочется новые шторы или дополнить что-то в интерьере, да. И стало обращаться много знакомых за советом. И то, что я им стала рекомендовать, они потом звонили и благодарили. Даже через год, там столько сообщений отправляли, что мы так рады, что мы услышали и послушали, как ты рекомендовала, и сделали так, как мы сделали. Вот. И все говорили, ты должна профессионально начать зарабатывать деньги. То есть вы же были финансистом, правильно, да? Да. И вдруг вот это в вас, как вы думаете, это в вас было заложено вот в детстве, вот вы рассказывали атмосферы, посещали театры, или вы всегда этим интересовались? Вот как можно стать интерьерным стилистом, да? То есть этому учат вообще, или вы учились, или вы сами до всего дошли? Нет, наверное, это больше... Здесь главное – это насмотренность и вкус. Но это все развивается. Ну, вкус, да, его же сформировать его можно. формируют, да. Какие-то с образцы. этим не рождаются, я уверена, да, что... Да, это то, что окружает детей с самого детства. Наверное, потому что мы ходили много, и у нас было много у семьи и друзей, и мы ездили и летали в гости и к своим тетям, и дядям. И постоянно, когда ты приезжаешь в дом, мне интересно посмотреть, как человек живет. И то есть я могу сказать о любом человеке, если зайду в дом, вот как бы ходят к гадалкам, и они раскладывают карты и могут сказать о вас. А я могу по дому дать характеристику человека. Очень интересно. Да, это, наверное, наблюдение, просто интерес. И когда ты смотришь и видишь, наверное, в тех же самых дворцах, музеях, театрах, оформление в отелях. А вот выстреливает. Вы что-то профессионально читали, изучали, потом, вот когда этим вникли? Да, конечно, да. И специальную литературу тоже, есть да, читали? Специальная литература, да. Я заканчивала онлайн-курсы, потому что, к сожалению, у меня нет возможности уехать в Москву на год или на 2, чтобы получить офлайн обучение, в той школе, которую я хочу в Москве. И я очень надеялась, что благодаря пандемии они выпустят онлайн-курс, но, к сожалению, этого не произошло. И поэтому, я сама собираю информацию. Но, с другой стороны, как мне тоже говорили многие знакомые, что не нужно загонять себя в рамки. Да, потому что определенные знания, они сковывают. Иногда они дают Есть такая вещь, да. Может быть, то, что вы спонтанно формировались по собственным своим каким-то, может быть, это даже и плюс. Да. Ну, то есть это много путешествий, это много поездок в Европу, в Азию. То есть везде, когда приезжаешь, ты смотришь, потому что как люди кушают, как они приглашают в гости, как у них дома. То есть очень много деталей из путешествий. А скажите, пожалуйста, вот узбекская культура, узбекский орнамент, стиль каким-то образом тоже повлиял на ваши... Это вообще моя отдельная любовь. Да? Да, у меня мурашки по коже второй раз. Да. Я первый раз, когда увидела, наверное, в Самарканде медресе, все национальные ткани, чапаны. У меня дома коллекция чапанов. Причем я покупаю винтажные чапаны, паранджи. Паранджи тоже, да? Да, ковры. Я стараюсь купить все аутентичное, все старинное, потому что те техники и то, как делали ранее мастера, они в основном утрачены. И для меня это дорого. У меня супруг, я забыла рассказать, что у меня супруг увлекается коллекционированием, и он действительно серьезный коллекционер. Сейчас мы выпускаем с ним книгу, она в Петербурге выпускается. Она будет издана на международном уровне. О холодном оружии Средней Азии. Он занимается с коллекционером холодного оружия Средней Азии. Да, и у нас есть такие чайки и такие ножи, которые интересны людям, но в связи с тем, что они не могут покинуть Узбекистан. Да, понятно причину, да. Они будут изучать их по фотографиям, описаниям, то есть, Да, замечательно. Он очень любит царскую Россию, и у нас тоже большая коллекция монет царской России, очень редких. Ну, получается, что ваш супруг даже в какой-то мере занимается исследовательской деятельностью. Это же уже публикация, это не просто интерес вот собрать
Уже показать да, миру, там да. систематизация какая-то, да, по да. стилям, по да. школам, мастерам, да, это же уже целое, да, очень. Ну вот и благодаря тому, что они жили тоже долгое время в Москве и в России, у него тоже очень много друзей русских, ну и по всему миру. И у него также есть вот взаимопроникновение культур. И Ташкент, он интересен тем, и Узбекистан вообще в целом, то, что вот, допустим, во дворце Бухарского эмира, в летнем дворце, который он построил, да. Желая создать Петергоф, филиал, да, небольшой. Да. Если посмотреть на предметы интерьера, которые есть в музее, там и российский фарфор, и китайский фарфор, там зеркала венецианские, итальянские. То есть раньше люди, вот если посмотреть на все, это все сохранили. Да, и вот это производит неизгладимое впечатление. И более того, что очень много друзей, видя, наверное, мои фотографии благодаря социальным сетям, Инстаграму и все остальное, они стали прилетать в Узбекистан. Потому что для москвичей не неизвестно, терра инкогнита во многом еще, до сих пор. Да. Ну, была ближе Европа. Ну, конечно, да, понятно. Это совсем. Турция, но то, что есть здесь, оно удивляет и поражает. Вам большое спасибо, потому что вы выполняете очень важную функцию пропаганды, рассказ об местном искусстве, культуре и так далее. Это очень важно для нынешнего этапа развития Узбекистана. Вы же понимаете, это очень хорошо ложится в контекст вот тех задач, которые стоят перед современным Узбекистаном. Поэтому ваши личные как бы, увлечения, хобби ваше и вашего супруга очень удачно в этот контекст как бы, вкладывается. Да. Очень. И получается, что у вас дома вот общность таких интересов. Да, у меня дома просто как восточная шкатулка, у меня эклектика. То есть я люблю смешивать стили. И люблю персонализировать интерьеры. То есть у нас, я наблюдаю тенденцию, но она, наверное, больше на всем постсоветском пространстве видна, что люди стараются... Мы все выросли в Советском Союзе. И у нас были ковры. Вспомните? Все одинаковые. Да, практически. Сервизы немецкие. Да, Мадонна. ГДР. Да. Все. Можно было много где встретить, очень много всего похожего. Хрусталь. Да, диваны, комплекты даже все знали название стенок, диванов, то есть мягкой мебели, всего. Не все было плохое, кстати, были много, просто было много как бы однообразного. Это другое дело. Да, и это было у всех. И сейчас я замечаю, что люди стали стремиться опять к таким шаблонам каким-то, да? к таким шаблонам. Но то, что здесь я наблюдаю, это вот неоклассика, когда у нас сейчас все рестораны, все квартиры. И когда приносят проекты, и вот, допустим, в одном жилом комплексе делают ремонт, и проекты, они мало чем отличаются. Вы уже потом подключаетесь, да, когда уже дом построен? Да. Это уже стадия, когда уже люди поживут в доме, когда они уже поймут, что им нужно, что не нужно. То есть это все живой процесс, и невозможно сделать ремонт и остановиться на этом. Мы меняемся, и наш дом тоже меняется. И вот за эти изменения. И всегда я направляю своих клиентов на инвестиции в дом. То есть, чтобы покупать предметы искусства, то, что можно передать потом своим детям, потому что это тоже стерто, и это немножко подразмыто, наверное, последние лет 15, да, потому что в Советском Союзе у нас бабушки и дедушки, они собирали нам приданное. Да. У нас здесь тоже собирают. И здесь тоже, да. Да. Но сейчас это как-то все утеряно, то есть все знают стоимость сумок, но стоимость, например, самой дорогой картины или картин, или известных мировых художников, они утеряны, эти знания. И они никому не интересны. И вы сейчас как раз пытаетесь это вот объяснить, да? Да. И показать. Да, и вот вся моя работа, она меня привела к тому, что мне захотелось показать людям, как можно добавлять и что можно добавлять в интерьер. И вот у меня произошло знакомство с представителем французской мануфактуры Жиль Пансио. И мы в ноябре сделали первую выставку уже от моего фонда. От вашего фонда? Да, она проводилась, нас поддержал Альянс Францез.
И мы сделали выставку. У нас было все посольство Франции и много иностранных экспатов, так получается. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем фонде. Когда вы его создали? И вот цель была вот то, о чем вы сейчас рассказывали, да? С этой целью вы его создали? Да, то есть фонд был зарегистрирован осенью прошлого года. Юридически, официально? Юридическое лицо? Да, официально. И миссия фонда – это популяризация искусства в жизни людей. То есть, чтобы люди не думали, что как современное, да, искусство, которое многим непонятно, которое, наверное, будет понятно уже следующему поколению, нам понятно сейчас больше искусство 19 века. Уже начиная с 15-16 классицизм, он в нас уже не лезет. Популяризация у меня получается проведение выставок, лекционная часть. Даже лекционная часть есть, да? Вы читаете, да? Лекции? Я читаю, я приглашаю специалистов, да, из Москвы. Откликаются, едут? Едут, да. Вот сейчас у нас 3 сентября мы с Джихангиром Пулатовичем, заместителем директора Музея искусств. Да, Государственного музея искусств. Историк, да. И замечательный человек еще по всему. Да, открытой души. Мы с ним приняли участие во флешмобе. Он называется «Открытые сердца». Он проводится музеем Тургенева из Орла. И в нем участвуют музеи из Москвы, Санкт-Петербурга, Баку. И теперь Ташкент присоединился. Это ваша идея? Это идея музея Тургенева. В этом году мы отмечаем 140 лет со дня смерти Ивана Сергеевича. Ивана Сергеевича Тургенева. И вот мы присоединились, прочитав его произведения. Много людей у вас работает? Вы их просто привлекаете, да, под различные идеи, проекты? Да, у нас есть проекты, и под эти проекты откликаются, собираются люди. Причем большей частью это люди по зову души. То есть это не коммерческие некоммерческие, что очень тоже важно. Да, и вот в мае мы провели, благодаря приглашению со стороны Государственного музея искусств, мы провели выставку от Рафаэля до Пикассо, где уже более широкой публике показали французские гобелены. Вот я как раз с вами немножко познакомился, Джихангир Пулатович меня познакомил с вами именно во время этой выставки. Я имел честь присутствовать там, получил колоссальное удовольствие. Да. Как была организована эта выставка? Это ваша, да, идея? Да. Почему гобелены? Вот мне просто интересно. Потому что до этого специализированные выставки по гобеленам, я, например, может, я плохо информирован, не знал, не видел. Да, но гобелен – это больше европейская часть декора. Да. У них было функциональное назначение в замках – сохранить тепло. И для меня тоже было удивительно, когда я искала для одного проекта картины здесь, в Ташкенте. У меня был проект «Классика» плюс классика авангарда. И я хотела взять Кандинского, Малевича. Уже есть такой термин «классика авангарда», да? Уже есть классический авангард, да? Да. Ну, основатели авангарда. И я стала искать предметы, которые я хотела бы добавить в проект, и я ничего не смогла здесь найти. И изучая просторы интернета, я как раз познакомилась с мануфактурой Жиль Пансё и увидела, что у них есть коллекции с Малевичем и с Кандинским. Когда я получила свой заказ, я была удивлена тому, как это сделано. И это те вещи, которые хочется держать в руках и не выпускать. Да. Потому что они выпускают и подушки, у них и гобелены, и часть есть как ковры сделанные. Вот. И в своей жизни здесь я не видела гобелены. В том-то и дело. Да. И когда с людьми разговариваешь про гобелены, все такие: это старый бабушкин ковер. То, что были бельгийские. Да. Ну, такие голландские. Да. Ну, это все равно ширпотреб, все эти бельгийские, голландские, по сравнению с тем, что вы выставляли. Это настоящее произведение искусства. Да, это произведение искусства. И музей поддержал, да, эту идею? Музей поддержал, ему очень понравилась идея. И мы решили, опять же, присоединить к французам и
мастеров Узбекистана. Очень удачно получилось, я вам должен сказать, как зритель. Да, Да. да, мы добавили художников. Да. И Вы их отбирали, да? Да, и предметы интерьерного дизайна. Там еще были, это тоже, видимо, ваша идея, теперь я понимаю, Чапанов была уже выставка такая. Да. У нас есть тоже профессионал, специалист, который занимается. Ага. Она работает в основном с иностранцами, Ага. потому что то, что она делает, даже европейские музеи современного искусства выкупают для своих экспозиций. Вы знаете, сейчас я вспоминаю эту выставку, получилась очень замечательная такая культурная акция. Это были гобелены, это были картины, Да. это были чапаны, плюс еще классическая музыка. Да. Да, помните, это же Да. все сопровождалось концертом Да. оперным. Да. Просто такой уникальный симбиоз, интересно получилось в Музее искусств. Да, и просто интересно делать мероприятия, которые погружают в атмосферу. Когда ты приходишь и получаешь настроение, эмоции. Очень важно, как подано все, потому что любую вещь, если правильно подать, она произведет фурор. И если ее просто повесить и даже свет не направить, то все пройдут и даже не заметят, что кто-то Все верно, там да. был вывешен. И Джихангир Пулатович вам оказал поддержку, да, Да. вот в этом проекте? Да. Потому что он меня пригласил на эту выставку, я ему за это очень благодарен. Да, со стороны музея он выступил Мгм. главным идейным Да. вдохновителем, да, и поддержкой во всем. Да. И были у вас после этого еще какие-то акции такого вот масштаба? Нет, мы планируем. Планируете, мы да? думаем, Что смотрим, планируете? да, потому что хочется. Мы пока думаем. Ага. Это пока, наверное, будет в секрете. Понятно, понятно. Да, потому что хочется показывать всегда разные. Ну, планы есть. Есть. Да? Да. У нас с октября начинается лекция по истории и искусству этикета столового. Ага. Да, с Ириной Алексиной, это специалист из Москвы. Из Москвы. Да. Это офлайн или онлайн будет? Нет, это будет офлайн. Да, приедет, Она приедет к нам, да. Мгм. У нас будут встречи. Вот, много желающих, действительно, у людей Много есть желающих, интерес. да? Ага. Да, как себя вести. Ну, то есть культура. Да. А у нас очень много что утеряно. И люди действительно сейчас, путешествуя и общаясь в различных слоях общества, они хотят сохранить и свой статус, и поддержать беседу, и красиво есть, а не просто сидеть и смотреть, как все остальные кушают. Да. Да, то есть вот у нас именно вклад в развитие, то есть то, что нужно людям сейчас в жизни. То есть я считаю, что искусство, оно не может существовать отдельно, оно же не существует отдельно. И, к сожалению, вот то, что я наблюдаю в музеях, очень редко встречаются местное население, кроме студентов. Да. В основном иностранцы. Это надо признать, да. Да. И когда вот мы проводили выставку, мы тоже много что доставляли. Люди не знают, где находится Государственный музей Узбекистана. Да, конечно, это совершенно неприемлемо, я считаю. Да. Да. Скажите, а много вообще к вам обращаются за советами по поводу вот интерьерного стиля сейчас? Вы Вот знаете... есть тенденция, что люди хотят отойти от этих вот устоявшихся стандартов? Вот заходишь, вот честно я вам скажу, во дворы в Ташкенте, они же все по одному просто шаблону сделаны буквально. Уже заранее знаешь, что там есть, как Да. это все выглядит. Потому что неоднократно видел. Обращаются все-таки люди, да? Обращаются, но до финала мы не доходим. Угу. В связи с тем, что интеллектуальный труд, его здесь не любят оплачивать. Да. Считается, что за что платить, Да, да? и когда ты приходишь к клиенту домой, это в центре Ташкента, большой участок, и большой дом, и ты понимаешь, что у людей есть возможности, раз они собираются делать что-то, да. Но когда ты им обозначаешь стоимость своего участия, они начинают сначала торговаться, и потом говорят, что мы обратимся к другим. Они думают, что это так легко интерьерного стилиста найти. Да. Это же штучный товар всегда. Да, ну и это опять же опыт, Да. и те моменты и детали, о которых ты не думаешь. Потому что когда я строила свой дом, я тоже поняла, что очень много моментов я бы сейчас сделала уже не так. Серьезно? Я хочу уже другой дом, да, это у меня как болезнь. Да.
профессиональная. То есть я благодаря своим клиентам реализую, наверное, свои желания и фантазии, но им нравится. Самое главное. Да. И что самое интересное, что москвичка русская ставит в интерьеры Сюзанне. Узбека. Да. Ну, это очень интересно, великолепно то, чем вы занимаетесь. Во-первых, это же очень интересно. Это интересно. У меня очень много знакомств с интересными людьми. И Узбекистан богат творческими единицами, мастерами. И это люди, действительно, которые делают шедевры. И, опять же, искусство не может существовать без зрителя. Также, да, люди творческие, они не могут существовать без ответной реакции. Ответной реакции, да. Даже оппонирование, да, правильно? Это что же стимул? Да. И поэтому, да, вот иностранцы, они благодарны слушатели, им интересны и национальные мотивы, и изделия, и они понимают, за что они платят деньги. Вот. И будем надеяться, что вот ваш фонд и участие каких-то музеев, акций, такие как подобные той, о которой мы уже с вами говорили, будут и дальше продолжаться, и они капли точат, правильно? Да, даже если все иногда спрашивают, ради чего ты это делаешь? Я говорю, если одному человеку, один человек получит удовольствие, придя и увидев, я уже буду довольна и считать, что это для меня это успех. Показать хотя бы одному человеку. Потрясающая вещь вы сказали. Конечно, это уже цель, правильно? Да. И расскажите, пожалуйста, о том, что для вас вот музей Узбекистана, вы можете отметить те музеи, которые вам в большей степени близки, интересны в Узбекистане? Наверное, вы много посмотрели? Ну, это музей Советского. Так, безусловно, да. Да. В Ташкенте, это, естественно, коллекция музея искусства Узбекистана государственного и декоративно-прикладного. Хотя мы очень любим с дочками ходить в музей Амира Тимура. Серьезно? Да, он архитектурно очень красивый и внутри тоже, не знаю, он очень аутентичный и атмосферный. Вы любите ходить в музей, да? Я люблю, да. Мы очень часто вылетаем и в Санкт-Петербург, и в Москву, и в Европу. Именно ради посещения каких-то интересных музеев, выставок. Да, выставок, да. А какие-то предпочтения у вас есть с точки зрения эпох в развитии искусства? Что больше нравится? Авангард, классика, старые мастера, Ренессанс, я не знаю, или все понемногу? Вы знаете, на самом деле все, что сейчас сохранилось до нашего времени, оно вызывает восхищение. Но я, наверное, уже доросла до авангарда, потому что до каждого нужно дорасти. Конечно. Да, чтобы понять его. Раньше я не понимала, думала, что «Черный квадрат» Малевича или, например, его «Крестьяне» или «Спортсмены». А сейчас мне интересно смотреть уже что-то более тонкого плана и значения. Да. И это трансформируется в те советы, которые вы даете по стилистике, да? Да. С трудом, наверное, воспринимаются какие-то авангардные вещи, хай-тек в современных домах наших? Или все-таки тоже пробивает дорогу? Пробивает дорогу, но я могу заметить то, что я вижу в местном населении менталитет. То, что здесь все боятся быть первооткрывателями в основном. И все копируют друг друга. И всем нужно, если, допустим, я прихожу и говорю, мне нужно то, что нет ни у кого. В отношении парфюма, например, одежды я стараюсь. То есть я стараюсь покупать то, что я не увижу на каждом встречном или, допустим, знакомых. Здесь, наоборот, все приходят, а мне как у него. Это очень тонкое замечание, я с вами согласен, да. Есть такая... И это непобедимо. Это очень сложно. Но с другой стороны, если ты задаешь тренд, то потом все начинают его повторять. Да. До бесконечности. До бесконечности, да. Набивает оскомину, да. И видимо, пока люди не наедятся одним, они не смогут перейти к следующему. Это особенности работы. Есть такая... И это неплохо, не хорошо, это так есть. Да, реально. Если людям комфортно, если это за комфорт. То есть дома должно быть комфортно. И не важно, что есть какие-то правила, есть стили.
как человеку комфортно. Я стараюсь максимально поддержать, но дом должен рассказывать о ваших интересах, о вашем статусе и, наверное, о том, что у вас есть история. Конечно. Да. И индивидуальность. Правильно же? Дом Индивидуальность, да. должен же показывать вашу индивидуальность прежде всего, а не то, как вы скопировали. Да, но это все шаблоны. То есть я своих клиентов учу мыслить вне всего, что есть. Поэтому мы очень долго собираем, ищем детали, интерьер. То есть и я сразу говорю, что это не будет через 2 месяца, через 3 вы живете и развиваетесь, да, а я вас поддерживаю. То есть мы уже просто со многими потом становимся друзьями, потому что сходятся интересы, сходятся направления жизненные, да, и мы уже потом и путешествуем, и обмениваемся контактами, и кто что нашел, то есть интересно. Но вот игру Узбекистану я, наверное, благодарна. Это как мой Тибет в человеческих отношениях. Красивая такая аналогия. Да, потому что, пройдя школу Узбекистана отношений, мне очень легко теперь работать и с европейцами, и с русскими. Восточная, да, изюминка. Ей нужно пропитаться. Да, есть свои плюсы, есть свои минусы. Да. Но как вот, и везде, как и всегда, во всем. Очень интересно в вашей личной судьбе вот, и в ваших интересах очень интересно прослеживаются вот эти разные влияния. Да. Это совершенно замечательно. Последний вопрос, наверное, который я хотел бы вам задать. Значит, планы все-таки есть. Будете, да, работать, будете сотрудничать с какими-то институциями и продвигать вот ваше видение стиля. Да, мне очень интересно уже, то есть это все равно больше как мое хобби. Ага. Ну, уже профессией, наверное, стало. Да, но мне теперь интересно привносить в то место, где я сейчас живу, интересные события, культурные события, знакомить и привозить специалистов. И это совершенно разные области, в которых мы сейчас работаем. Я надеюсь, что я смогу отблагодарить узбеков за гостеприимство и за то, что я могу здесь жить, чувствовать себя комфортно, безопасно, наверное, той душевной теплоте и доброты, которая есть в людях, я смогу отблагодарить вот такими мероприятиями и проектами. Спасибо вам, спасибо вам. Это ваша деятельность. И только можно пожелать вам успехов. Спасибо. Особенно то, что вы рассказали о ваших проектах по приглашению вот специалистов мирового уровня, которые будут приезжать и здесь выступать, читать лекции, рассказывать, показывать. Это совершенно замечательно. Очень нужно это. Узбекистан открывается миру, но и мир входит в Узбекистан, правильно же? И нужно... Началось вот это новое движение и обмен, и это вот только можно приветствовать и поддерживать. Мне кажется, чем больше будет таких людей, как вы, и чем более успешным будет деятельность таких людей, как вы, тем больше этот процесс будет таким плодотворным, богатым, перспективным, успешным. Там массу можно каких-то эпитетов использовать. Поэтому вам спасибо за те добрые слова, которые вы сказали в адрес нашей Родины. Мы очень надеемся, что и дальше вот будет такое взаимное, хорошее влияние Узбекистана на вас и ваше на Узбекистан. Как бы несопоставимым понятием, но в любом случае ваше влияние, оно тоже будет иметь значение. Благодарю. Всего вам доброго. Спасибо вам за беседу. До свидания. До свидания.